Мужчина издевается над пожилой женщиной в супермаркете, не подозревая, кто стоит за его спиной. Элизабет Томпсон, 80-летняя женщина, медленно катила свою тележку с покупками по проходам местного супермаркета. Ей нравились еженедельные походы в магазин. Это была возможность выбраться из дома и пообщаться с местными жителями. Несмотря на свой возраст, Элизабет обладала острым умом и богатым жизненным опытом, которые научили ее ценить мелочи жизни. В этот день Элизабет особенно сильно ощущала ностальгию. Недавно в супермаркете был проведен ремонт, и все выглядело по-другому, более современно и непривычно. Она вздохнула, взяв пакет молока, вспомнив те дни, когда возвращала стеклянные бутылки из-под молока для наполнения. Элизабет подошла к кассе, аккуратно выкладывая покупки на ленту конвейера. За прилавком стоял молодой человек по имени Стивен, не старше 20 лет. Он нетерпеливо постукивал пальцами по прилавку, ожидая, пока она закончит разгружать свою тележку. «Добрый день, мэм», — сказал Стивен с ноткой сарказма в голосе. «У вас своя сумка или вам понадобятся пакеты?» Элизабет подняла глаза, слегка озадаченная его тоном. «Я забыла взять свою сумку. Мне понадобятся пакеты из магазина». Стивен закатил глаза, театрально вздохнул и сказал: «Знаете, продолжать использовать пластиковые пакеты очень вредно для окружающей среды. Мы все должны внести свой вклад в спасение планеты». Элизабет слегка улыбнулась, ответив: «Я понимаю. К сожалению, в мое время у нас не было такой инициативы». Стивен усмехнулся. «Да, в этом-то и проблема. Ваше поколение недостаточно заботилось о сохранении окружающей среды для будущих поколений». Улыбка Элизабет исчезла, сменившись удивлением. Она не ожидала, что такой молодой человек прочтет ей лекцию об экологической ответственности. Когда она обдумала его слова, в ней поднялась волна негодования. Она решила, что не позволит этому молодому человеку говорить с ней с таким неуважением. Прежде чем Элизабет успела ответить, ее прервал низкий голос, раздавшийся у нее за спиной. «Извините, молодой человек, но я считаю, что вы должны проявить уважение к этой даме». Элизабет обернулась и увидела высокого, представительного мужчину лет 50, стоящего позади нее. Его звали Роберт. Он был известным местным бизнесменом, который всегда ценил мудрость и вклад старших поколений. Стивен посмотрел на Роберта, явно озадаченный тем, что его прервали. «Я только что объяснял важность сохранения окружающей среды», — сказал он, словно оправдываясь. Роберт шагнул вперед, его присутствие внушало уважение. «Есть способ воспитывать людей, не проявляя неуважения», — твердо сказал он. «Вы хоть понимаете, с кем говорите? Эта женщина видела и делала такое, чего вы даже представить себе не можете. Проявите немного уважения». Стивен открыл рот, чтобы возразить, но передумал. Он кивнул и пробормотал: «Извините, мэм». Элизабет благодарно улыбнулась Роберту и сказала: «Спасибо, сэр. Приятно видеть, что кто-то все еще ценит уважение и вежливость. Это меньшее, что я мог сделать. Нам есть чему поучиться у вашего поколения, и самое время начать прислушиваться к нему», — ответил Роберт. Когда Элизабет закончила упаковывать свои покупки, Роберт продолжил говорить, обращаясь как к ней, так и к Стивену. «Видите ли, молодой человек, раньше у нас не было такой роскоши, как одноразовые товары. Мы использовали их повторно, потому что это было необходимо. Бутылки из-под молока, газировки и даже пиво возвращались в магазин для мытья и наполнения. Это была настоящая переработка отходов». Стивен слушал со смесью любопытства и смущения на лице. «В продуктовых магазинах использовались коричневые бумажные пакеты», — продолжил Роберт. «Мы использовали их повторно для многих целей, в том числе для защиты наших школьных учебников. У нас не было пластиковых пакетов, загромождающих окружающую среду». Элизабет кивнула и добавила: «У нас в доме был только один телевизор или радиоприемник, а не по одному в каждой комнате. Мы смешивали и размешивали вручную, потому что у нас не было электрических машин, которые могли бы все сделать за нас.
Мы использовали старые газеты для упаковки хрупких продуктов, а не пенопласт или пузырчатую пленку». Роберт улыбнулся Элизабет, оценивая ее вклад, и продолжил. «Мы не тратили бензин только на то, чтобы подстричь газон. Мы использовали ручные косы, мы усердно работали, и это поддерживало нас в форме, не прибегая к тренажерным залам». Небольшая толпа, собравшаяся вокруг, закивала в знак согласия. Стивен выглядел задумчивым. «Я никогда не думал об этом с такой точки зрения». Элизабет одарила его доброй улыбкой и сказала: «Заботиться об окружающей среде — это нормально, Стивен. Просто помни, что каждое поколение по-своему вносит свой вклад. Уважение и понимание имеют большое значение». Роберт ободряюще положил руку на плечо Стивена. «Ты молод, и тебе еще многому предстоит научиться. Прислушивайся к людям, которые живут здесь дольше тебя. Они могут поделиться ценными уроками». Стивен кивнул, ответив: «Спасибо вам, сэр. И спасибо вам, мэм. Я запомню это». Элизабет закончила упаковывать продукты и собралась уходить. Выходя из магазина, она не могла не задуматься о событиях прошедшего дня. Прошло много времени с тех пор, как она чувствовала себя такой бодрой, такой живой. История о встрече Элизабет в супермаркете быстро распространилась по городу, и вскоре о ней заговорили в обществе. Людей вдохновило то, как Роберт заступился за Элизабет, и те ценные уроки, которыми она поделилась с ними. Несколько дней спустя Элизабет получила письмо из корпоративного офиса супермаркета. Это были официальные извинения за то, как с ней обошлись, а также подарочная карта, знак признательности. Но больше всего ее тронула записка, написанная от руки Стивена. В ней говорилось: «Дорогая миссис Томпсон, я хочу поблагодарить вас за то, что вы открыли мне глаза. Ваши слова заставили меня осознать, как многому мы можем научиться у тех, кто был до нас. Я рассказал своим друзьям о том, что произошло, и теперь мы все постараемся быть более уважительными и понимающими». Элизабет улыбнулась, прочитав записку. Она изменила мир к лучшему, и это было для нее ценнее любой подарочной карты. В последующие недели Элизабет заметила, что отношение к ней в супермаркете изменилось. Персонал стал более внимательным и уважительным, а Стивен всегда приветствовал ее теплой улыбкой и дружеской беседой. Эта история учит нас важности уважения и взаимопонимания между поколениями. В ней рассказывается о том, как мудрость и опыт прошлого могут стать ценными уроками для настоящего. Прислушиваясь к старшему поколению и ценя его, мы можем научиться ценить их вклад и получать информацию, которая поможет построить лучшее будущее. В современном, быстро меняющемся мире легко забыть о том, как важно учиться у тех, кто был до нас. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.